Всем привет! С самого начала для своего этого станочка я подыскивал тиски. У меня вот для сверлильного станка вот такие вот есть тиски. Чугунные, крепкие. Но проблема в том, что здесь максимальный ход, вот сейчас самое верхнее положение, от стола до фрезы 5 сантиметров всего. А тут вот эти вот сами высотой 5 сантиметров, то есть они никак не подвис практически. На Алиэкспрессе сразу попадаются вот такие вот. В принципе, по габаритам они хорошие. То есть по высоте у них тут 20, можно считать 25 миллиметров. То есть очень хорошо, широкие, но они алюминиевые. Плюс, как те, конструкция такая, что тут только посередине можно нормально зажимать. Сбоку они перекашиваются. И, мне кажется, ненадежным крепление, что они не фиксируются. То есть, наверное, надо подобрать вот сюда такую же гайку, чтобы здесь контрагайка хотя бы фиксировать. В общем, тиски вот эти мне не очень понравились. И я видел, когда смотрел видео про настоящие ЧПУ-фрезеры, заводские. Там такие классные, красивые, здоровые тиски, гладенькие. И вот я нашел себе такие же. Вот смотрите, какая красотуля. Вообще здорово. Значит, по размерам. Общая длина 105 миллиметров. Ширина 37, почти 38 можно считать. Они называются QKG 38 или 1,5 дюйма. Вот, наверное, ширина 38. Есть там 2, 3 дюйма, что-то такое. Побольше. Но чем шире, тем и выше. Мне главное здесь было по высоте найти нормальные. Здесь по высоте они 44, 45 миллиметров можно считать. Так. При полностью раскрытом положении здесь 39,8, почти 40. Можно считать 40. Высота здесь... чуть-чуть меньше 20, можно считать 40 на 20. И общая высота, я уже показал, 45. То есть такие тиски, в принципе, мне, можно сказать, почти подходят. И то, вот смотрите, сейчас они вообще, можно сказать, в упор. Единственное, здесь вот жертвенный столик, если его убрать, вот 16 миллиметров, то есть зазор между верхней частью губок тисков и фрезой всего 16 миллиметров будет. Но, тем не менее. Дальше, чем они мне понравились? Они очень ровные. Я вот смотрел по вирочным угольникам. Они везде вот перпендикулярные во всех плоскостях, где я только не мерил, как я не смотрел. Везде все вообще на просвет смотрел. Абсолютно идеально сделаны. Так, это надо снять, чтобы померить. Сейчас снимем. В общем, все, что я не смотрел, они вообще идеально перпендикулярные. Вот поближе, как они выглядят со всех сторон. Значит, сзади здесь есть такой... проточка, вырез, или как называется правильно, для фиксации спереди. Но он полукруглый, небольшой. С боков есть сквозные отверстия. А на губке здесь отверстия под резьбу. С резьбой, вернее. То есть тут М6, по-моему, винтик. Это для того, чтобы, наверное, сбоку что-то фиксировать, чтобы упор делать с одной или с другой стороны. С обоих сторон. Но это отверстие не сквозное. То есть здесь оно на какое-то расстояние, но не сквозное. С одной стороны там миллиметров 15, с другой 18. На подвижной губке есть проточки или вырезы, как их правильно назвать, канавки для фиксации круглых деталей. Так, устройство очень простое. Снизу. Снизу там вон такая вот конструкция, что она несколько положений. Вот такая вот конструкция. И вот эта вот деталька, она может фиксироваться в разных фиксированных, с некоторым шагом положения фиксированные, а дальше уже затягивается. И при этом получается, что затяжение идет вот так под углом. То есть эта подвижная губка и деталь прижимает, и сама к тискам, к станине основной прижимается. Так, раскрутим быстренько. Вот такое вот устройство. Значит, вот эта вот деталька, не знаю, из какой стали, она выглядит крепкой. Здесь вот зафиксирован вот эта оська. Собственно, и все. Винтик ее прижимает. А шайбочка здесь вот специально таким вот полукругом, потому что она под разным углом, то есть выпуклая такая, может затягивать. Все шлифованное, все ровное, да, вот я хотел показать. И здесь тоже все перпендикулярное. Нигде никаких отклонений. Прям сам как поверочный угольник, можно сказать. Так, собираем назад. Я еще хотел показать. Сам вырез, вот здесь не ласточкин хвост, а просто прямоугольник. То есть вот она просто сверху попадает и
какой звук приятный. Вообще класс. Ну, вот таким образом здесь, попав в какую-то позицию, дальше с небольшим ходом они зажимают. Что касается материала тисков, я попробовал вот так надфилем порезать. Ну, тут, ну, фактически она даже царапинок особо не оставляет. То есть материал вообще отличный. Надфиль его не берет. Тиски отличные, все хорошо. Единственное, может быть, для меня лучше было, чтобы они пошире. То есть я искал как можно ниже по высоте и пошире. Но они все примерно почти квадратного сечения. И следующие модели идут просто больше и шире, и выше. А в комплекте с тисками шел только вот такой шестигранник. А сами они вот в такой вот пластмассовой коробочке. Ну и там проложены были вот этой вот. Все отлично. Остается только сделать для них зажимы. То есть, по идее, я мог бы использовать вот эти родные зажимы, но они прямоугольные, а там полукругом вырез. И, ну, тут так не очень фиксация. В общем, хочу я сделать, ну, нормально, чтобы полностью подходило, специально для зажима для тисков. Вот есть у меня такой вот кусочек алюминия, он с чем-то тут, ну, так, или покрыт, или так обработан. Ну, вот из него два кусочка я вырежу по толщине как раз, чтобы входила вот сюда вот высота. Здесь высота, значит, или ширина этой канавки 9,68. Ну, вот 9 миллиметров, наверное, думаю, хватит высоты сделать. И вот сейчас подготовлю, выфрезерую из алюминия держатель. Сначала полностью сфрезерую поверхности, точнее на одной половине, потом переверну на другой половине. Одна сторона готова. Ну, теперь вот вторая половинка. Теперь надо перевернуть, и можно делать детальку. Деталька вот такая достаточно простая. Спереди полукруг, торец полукруглый для того, чтобы вставить в паз тисков, отверстие для крепления в Т-слот. И здесь два отверстия сквозных для того, чтобы снизу еще вот такую подставочку зафиксировать. Первая операция — снятие фаски сверху. Вторая операция — это вот сквозное отверстие. Далее это же отверстие, но уже чистовая обработка. Потом идет отрезание задней части. Здесь вот лишний кусок, там с лишним отверстием. Да, после того, как вот отверстие будет выфрезеровано, саморезом я его закреплю, чтобы эта деталь фиксировалась. Далее идет вот три стороны по периметру обработка, ну, на чистовую, так сказать. Потом уже идет окончательное отрезание, так сказать, детали. И еще сверловка отверстий. Вот так это будет выглядеть. Сначала фрезеровка сверху, потом вырезание отверстия под крепеж. Дальше сзади отрезаем, по периметру формируем стенки деталей и спереди отрезаем. И отверстие. Я разделил операции формирования, вот так сказать, периметра. Сначала сзади отрезал. Дело в том, что при этом у меня фреза идет полным, так сказать, диаметром. И глубина, высота, вернее, съема 0,2. А вот здесь стенку оставил на стенку 0,2. Черновая обработка была. И получается, потом еще с боков я 0,2 снимал. То есть все эти три стенки, потом 0,2, это как бы чистовая обработка, но по высоте уже шагом 1 мм. А потом вот это спереди отрезание опять по высоте всего лишь 0,2, потому что у меня фреза идет полным диаметром. Теперь можно идти пробовать делать. Первая часть. Сверху снимается фаска и вырезается продолговатое отверстие насквозь.
Первая часть готова. Сейчас в отверстие еще шуруп закручу, саморез, чтобы держалось получше. И дальше продолжу. Сейчас, значит, отрезаю вот этот торец. Потом по периметру 3 стороны делаю. И под конец отрезаю переднюю часть. Так, возникла трудность. Судя по всему, это более мягкий алюминий. Фреза начала греться, алюминий начал греться, и она начала там, на него налипла, он завяз, я отключил. Сейчас чуть-чуть почистил. Значит, уменьшил я в 2 раза подачу, скорость подачи, и почистил фрезу. Попробую сейчас еще раз и буду ВДшкой прыскать. Ну вот, зато я прочувствовал, что такое перегрев, мягкий алюминий и когда нужен СОЖ, смазочно-охлаждающая жидкость. Ну что ж, проблемы, конечно, возникают, немножко подумав, можно их решить. Так что, в принципе, я эту часть доделал, можно считать. Здесь был припуск 0,2, сейчас пойдет по периметру чистовая обработка, заодно еще эту стенку почистит. На функциональности этой детали она, никак не скажется, надо будет просто учесть, когда потом вот здесь буду резать, или даже сбоку буду смотреть, если что, буду готовить ВДшку пшикать. Так, запускаю дальше, сейчас по периметру обработка. Здесь съем сейчас маленький, нагрузка небольшая, но чтобы чуть-чуть помочь, я вот так вот кисточкой помогаю, смазываю, чтобы не пшикать, чтобы все тут грязь не разводить, не заливать. Вот такой способ придумал аккуратненькой смазки. Ну что, вполне отличный вариант получился с кисточкой. Проблем особых нет, сильно не загрязнялась. И обработка хорошая. Так, сейчас получается рез вот здесь вот. То есть деталь, можно сказать, готова, осталось отрезать. Потом еще сверление. Чтобы не менять сверло, значит рез. Так нормально идет, с кисточкой хорошо. На ходу придумал все технологию смазки. Вместо тумана небольшого полива. Этого достаточно. В принципе, все отлично отрезала. Немножко грязновато из-за этой ВДшки смазки. Но, в общем и целом, задача практически решена. Осталось отверстие присверлить. 2 отверстия сверления. Все, деталька готова. Фаски я не стал сделать так, вручную, если что, можно сделать. В итоге вот такая деталька получилась. Вот с этой стороны немножко плохо, конечно. Но, в общем и целом, сверху, я бы сказал, на ощупь гладкая. Вообще рисочки тут, хуже обычных. Вот, наверное, из-за того, что все-таки это алюминий помягче,
Это я уже на своей шкуре прочувствовал. Да, без смазки здесь, конечно, без охлаждающей, ну, точнее, смазки. Потому что он начал нагреваться, вязнуть, и от этого еще больше нагреваться. Но, тем не менее, я справился. Значит, вот этот зад, где были проблемы, вполне нормально получилось. Это делалось для тисков, вот чтобы вот сюда вставлялось. Вот так вот полукругом. Вполне будет нормально, я считаю. А отверстие это чтобы еще снизу здесь прикрутить упор, на который он ставиться будет. Он должен быть по высоте, значит, вот как вот нижняя эта часть. Ну, теперь надо сделать еще одну такую же детальку из оставшегося кусочка. И будет почти готово. Вторая деталька со смазкой гораздо лучше. Верхняя поверхность лучше. И внутри тоже. Но внутри я сюда уже спиртиком прыскаю. Чтобы не сильно пачкалось, и он потом высыхает быстрее. Не масляный. Гораздо лучше пошло так. Смогу подтвердить, что со смазкой гораздо эффективнее. Хоть мне про это все говорили, но я не хотел из-за грязи это использовать. Ну просто вот на этом алюминии, получается, вынужден был использовать, иначе фигня получалась. Перегревалась, плавилась, налипала на фрезу. К сожалению, я тогда не снял. Как говорится, идет как по маслу. А всего лишь немножко протираю кисточкой, смоченной ВД-40. И достаточно чисто получается. Отлично идет. Приноровился, и все пошло. Так, и здесь отлично отрезала. Последняя операция сверления. Ну вот и вторая деталька готова. Вот это справа вторая, это первая. Ну, торцы-то я фактически одинаково обрабатывал уже со смазкой. Здесь на первый хуже получилось, но на второй тоже этот край почему-то вот, когда сюда фреза шла. В общем и целом, конечно, красиво. А вот по верхней поверхности видно, что вот эта первая была хуже, чем вторая, потому что на второй я уже использовал смазку. Так что могу точно сказать, что смазка влияет. Без нее это уже мягкий получается какой-то алюминий, ну я так понял, потому что я все, что до этого фрезеровал, D16T, там таких проблем не было. А этот прям 2/3 прошло, и уже все, фреза налипла, завязла, перегрелся сам алюминий. А потом я уже со смазкой все это почистил. Итак, две детальки готовы. Вот так вот они будут крепить тиски. Останется еще сделать здесь подставочки. Подготовка поверхности. Это будет нижняя поверхность, нижняя сторона. Потом переверну и сверху буду уже вырезать детальку. Со смазкой звук тише. Совсем практически не шумит. Тут, правда, и слой еще тоненький, 0,1 всего. Ну, мне просто выровнять надо было так, для красоты скорее. Ну и все. Хорошо, красиво. Сначала сверление отверстий. Отлично. Фрезеровка верхней части до поверхности детали. Но это уже D16T алюминий.
В принципе, можно было не смазывать, но со смазкой потише просто работает. И, наверное, получше, покрасивее все-таки. Вверх закончен, теперь просто по периметру контура вырезать останется. Первый контур вырезаю, первые детальки. Первую отрезала. Остается последний рез, вот последнюю детальку отрезать. Ну вот, в принципе, все, работа закончена. Вот такие вот получились детальки. С торцов это получается вдоль Y с одной, с другой стороны совсем, конечно, плохо, как обычно. В каких-то позициях, наверное, гораздо хуже. Но я имею в виду на станке ближе, дальше. То есть ближе к краю получше, ближе к центру, наверное, похуже вот эти торцы получаются. Ну а вообще хорошо. Я уже резьбу нарезал здесь. Так, ну эта идея какая? Это подставочка вот сюда, вот так вот. Вот так вот прикручу. И таким образом будут держаться тиски. Ну вот такие вот прижимы в результате у меня получились. Очень даже мне они нравятся. Я фаски не снимал, я вручную пошлифовал немножко на шлифовальной ленте, быстренько так. Ну и все равно очень даже красиво. Мне нравится. Железненькая, классненькая. Сейчас прикручу, покажу, как это выглядит на станке с тисками. Ну вот так это теперь выглядит на станке. Все очень крепко. С двух сторон зажал. Взял вот, ну, какую-то фигню тут. Затянул в тиски крепко. Все насмерть. Единственное, здесь, конечно, надо еще параллельки делать. Но те, что реально продается, они большие, наверное, сюда не подойдут. Ну, хотя бы самостоятельно тоже так вот из алюминия выфрезеривать какие-то. Ну вот теперь уже вообще класс. Как настоящие тиски. Мне очень нравится. Ну, а что значит как настоящие? Они есть настоящие станочные тиски, только маленькие. И вот станочек игрушечный обзавелся такими вот интересными тисками. Так, что у нас получается? Ну вот примерно так вот. Такое вот расстояние, это самый максимум. Ну, то есть, сколько тут еще? Сантиметр примерно. И дальше вниз вот так можно работать. Ну, какие-то небольшие детальки зажимать и обрабатывать, если надо. Например, другую часть перевернув. В результате сегодняшней работы получилась вот такая вот красотуля. Это я про тиски. Ну и результат вот моей работы, эти вот зажимы мне тоже очень нравятся. Вообще всем доволен. Классно, интересно. Ну на этом сегодня все. Всем пока. До новых встреч.